пациента. Болит левая почка, плюс проблемы по всему мочеполовому тракту. Проблемы начались год назад. Боли усиливаются с каждым днем. КТ было описано немецкими врачами Куца и неинформативно. Хотелось бы получить подробное описание КТ у отечественного светила. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 37 лет, дата исследования 12 июля 2023 года. Область исследования – органы брюшной полости и забрюшинного пространства. Представленные томограммы низкого качества, толщина скана 3 мм, сканирование в нативной и отсроченной фазах не представлено, что снизило информативность исследования и затруднило трактовку его результатов. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. В легких, на уровне сканирования, очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Желудок обычных размеров, правильно расположен. Печень КРП 177 мм, КРЛ 61 мм, контуры четкие, ровные. Диаметр портальной вены 13 мм. Внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Желчный пузырь, обычных размеров, правильной формы. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Холедок до 5 мм. Поджелудочное железо размером 28 на 18 на 21 мм, с четкими неровными контурами. Вирсунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не изменена, селезенка размером 134 на 37 на 115 мм, индекс 570 с четкими, ровными контурами, без РГЖ контрастных очагов. Капсула прослеживается на всем протяжении. Диаметр селезеночной вены 10 мм. Надпочечники не увеличены, обычной структуры, Y-образной формы. Правая почка нормальных размеров, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Сосудистая ножка почки структурна, паранефральная клетчатка интактна. Патологические образования в паренхиме и синусах не определяются. Левая почка нормальных размеров, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Сосудистая ножка почки структурна, паранефральная клетчатка интактна. Патологические образования в паренхиме и синусах не определяются. Абдоминальные и забрюшинные лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. Диаметр аорты и нижней полой вены в пределах возрастной нормы. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения поясничного отдела позвоночника. В теле TH12 гемангиома размером 6 на 7 на 9 мм. В теле L3 визуализируется гемангиома размером 22 на 24 на 22 мм при внутривенном болюсном введении контраста. Очаги патологической васкуляризации не выявлены. Паренхиматозные органы накапливают контраст без особенностей. Заключение. КТ-картина гепатоспленомегалии, гемангиом TH12, L3. 12 ноября 2024 года. КМ. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. В исследовании нет половины необходимых фаз сканирования, без контраста и отсроченной. А те фазы, что есть, венозная и артериальная, записаны с толщиной скана 3 мм, это очень много. В клинике, где я работаю, толщина скана 0,8 мм. В целом, можно сказать, что увеличена печень и селезенка. Сказать что-то о структуре печени, поджелудочной железы, селезенки невозможно, нет нативной фазы сканирования. Функцию почек также не оценить, нет отсроченной фазы сканирования. Есть гемангиомы в тела 12-го грудного и 3-го поясничного позвонков, но они угрозы не представляют.